Hola, amigos! Мы добрались до Вальдивии, край пива, сыра и восхитительной природы. Надеюсь, здесь нам тоже улыбнется удача и погода, и мы посмотрим много интересных локаций. Вальдивия, она же Вальджувия, или Дождливия, если по-русски, встретила нас дождем, как и полагается городу, в котором годовое количество осадков больше, чем в Питере. 662 1720. Вальдивия находится всего в 15 километрах от Тихого океана, поэтому перемена погоды для местных – это норма жизни. Проживает тут, кстати, около 170 тысяч человек. И даже есть 4 университета. На время нашей поездки мы поселились на острове Теха. И не прогадали. Остров окружен 3 реками – Рио Крусес, Рио Каи-Каи, Рио Кау-Кау. И на нем есть все необходимое для счастливой жизни. Огромный парк Саваль с лагуной лотоса, главный кампус Южного университета, рестораны, пабы, кофейни, магазины, даже заправка есть. В общем, место отлично подходит для жизни, если вас не пугают дожди и туманы. Пока я иду вдоль такой прекрасной изгороди из ежевики, расскажу немножко про устройство Вальдивии в плане территориальном. Мы вот поселились на острове Теха. Он, наверное, супер безопасный, судя по тому, что у многих домиков вообще нет заборов, а выглядят они очень достойно. Но мы сейчас идем на рынок, а он находится непосредственно в самой Вальдивии. Подходим к зоне ферии с морепродуктами и прочими радостями жизни. Ферия, кстати, не просто туристическая, она еще с доиспанских времен, и поэтому здесь много разных товаров, и местные считают ее тоже одной из частей города, которая для них очень важна и рассказывает об их идентичности. Смотрим, что здесь есть. Да, хризантемки вот продают. Сыры с рыбами. Да, buenas. Да, еще рыба. Севиче. Готовые специи. Сыра. В общем-то, вот так выглядит ярмарка. Le tengo sierra, no, la merluza es la que está para animar, con salmón sellado al vacío, le tengo erizos frescos que llegaron, Pues maltón, chorito y almeja. le tengo centuria, pulpito, carne de jaiba, picorocos cocidos y le tengo Pues maltón, chorito y almeja. Este pescado de hoy. Es de hoy día de la mañana, muy temprano y ahí lo faenamos y lo dejamos, es para el día, ¿no? Окей. Да, и вот такие штуки водятся. Зверюги водятся, видимо, в водах недалеко от Вальдивии. Говорят, что все это сегодняшний улов рано утром. Прикольно. Нравится. Просто развал устричный. Устричный развал. Где продают рыбов, там чаще всего и котики тусят. Ну как котики, котищи. Сейчас покажу вам котищу одного, который тут засел. По всей видимости, кормится уже не первый год, судя по его размерам. Котейка. Только мяу, я боюсь, он нам не скажет. Скажет что-то типа ар-ар, вот это вот. Здесь вот дружное соседство каких-то огромных птиц, которые тоже кормятся. О, вот они все, я-то слона и не заметил. Ай. Здравствуйте, здравствуйте, мистер Кот, как ваши дела? Да, рыбные рынки характерны тем, что здесь есть такие зверюги.
Само собой, не обошлось без покупок. Купили и рыбов копченых, купили и рыбов обычных, и даже каких-то странных сырочков копченых вкусных купили. Еще приобрели вот такую вот на поесть штуку, севиче. Я надеюсь, я после этого не помру и не заведутся у меня какие-нибудь штуки, но пока это очень вкусно, и самое главное, что это не очень дорого, можно прямо вот здесь купить и прямо вот здесь вот съесть. Рекомендацион, пожалуй. Начиная от ярмарки и дальше, надоест много разных корабликов. Зазывают на них прокатиться по реке, но сегодня совершенно нелетная погода, в прямом и переносном смысле, потому что летать на дроне сегодня точно не выйдет, порывы ветра очень сильные. Вот. Но в другие дни, я думаю, это очень увлекательно, потому что вода, река, кораблики а-ля питерские. Поговаривают, у них даже есть разводной мост. Но с ним там отдельная история, если до него доберемся, расскажу. Ну, прямо домом повеяло. Лодка Самара. Как они до этого додумались? У них русские корни. Маятник Фуко. Почему-то сразу после рыбного рынка. Странное решение, но таки он расскажет нам всем, что Земля круглая, а не вот это все. Ой, внутри набросаны монетки, видимо, для того, чтобы кто-то хотел вернуться. Так, впереди вижу вдохновляющую золотую, ну, конечно, не золотую, статую. Кому? Артур Прат. Знакомьтесь, Артур Прат. Видимо, прадедушка Криса Прата, но это не точная информация. Домысл, ладно, конкретно меня. Любовь к собакам на уровне Вальдивия. Вот этих будочек по городу уже я видела несколько. Сначала мы думали, что это домики бомжей, оказалось, что это просто общежитие для песенек. Ля. Оля. Хи. Как тебя зовут? А мы сейчас узнаем. Вот, видимо, его зовут либо Лупа, либо Лукас. А у них тут еще и домики такие чудесные. Забота. У меня нет еды. Максимально недружелюбная погода. Нас решила обсыпать градом вот прямо сейчас. Вот град. Я стою, град идет. Камон. Что ты орешь, болезный? Позади меня городская церковь в Вальдивии. Она находится чуть выше рыбного рынка. И, по сути, это и есть вот все это пространство вокруг церкви. Старый город, в котором туристический центр, как говорится, в котором можно погулять и посмотреть что-то необычное. Мало что здесь есть необычного. Обычный центр, какие-то магазинчики, банки и вот это вот все. Из примечательного в формате Прат. Но не тот Прат, все еще Артур Прат. Город был основан в 1552 году главным ответственным по образованию городов в Чили, первым чилийским губернатором Педро де Вальдивия. И назывался он тогда Санта-Мария-ла-Бланка де Вальдивия. Прекрасно. Как романтично, как великолепно голубь вот кормится. Одним из важнейших этапов развития города стал период после принятия независимости Чили. Чилийское правительство начало привлекать сюда немецких иммигрантов. А они взяли и привлеклись. И с 1850 года началась немецкая колонизация Чили. А немцы привезли с собой коммерцию, культуру, желание работать, ну и технологии, кулинарию, пивоварение и немного социального неравенства. Отель мечты Педро де Вальдивия. А какие у вас мечты о будущем? Педро явно был не в курсе, что вот такие. Боже, ну куда я могла вас привезти? Под мост, конечно. Кеды. Вам кеды не надо?
Это сторона моста по другую сторону, получается, от рыбного рынка. А нет, это она же. Мы просто прошли под мостом. Наша прогулка увенчалась гиперуспехом. Мы тут увидели двух разлагающихся, в смысле разложившихся дружбанов. Я не знаю, солнышка нет, чтобы на нем греться, но вот они тусят. Пацаны, вы как? Такая морда умиротворенная, я не могу. О-о-о. Вот после того, как я сфотографировалась с котом где-то на расстоянии метра, я вижу эту табличку. Мне кажется, ее надо ставить где-то до котов. Потому что дошла я только сейчас до нее, а там написано, что 50 метров от котиков фотографируйте, пожалуйста, и не кормите их. Ничего не могу с собой поделать, кормить не кормила, коты спали, но вот фоткать, ну, блин, так вышло. Да, маленький. Он сюда выбрался, но у него больная лапка, она какая-то недоразвитая, небольшая совсем. И он туда к своим братанам никак не проползет. Малыш, малыш, давай. Вот, видите, какая лапка у него? Какая-то поврежденная, может быть, сломанная. О-о-о. А там он его братан, он его ждет. Инсайд дня. Если вы видите морского котика на суше, и по какой-то причине он агрессирует, просто орите на него громче, чем орет он. Он пугается и отползает. После этого даже отползает в воду. Не знаю, для чего вам эта информация, но в целом, you're welcome, пользуйтесь, так сказать, лайфхак от вальдивцев. На фоне Усача в Сантьяго я уже ходила, сейчас пройдусь на фоне Уача. Это их местный университет де Аустраль. Мы пришли в парк, точнее в сад Jardín Botánico. Он находится на территории Университета де Аустраль де Чили. Это университет, Южный университет в Чили, в городе Вальдивия. У него есть еще кампус в Осорно, медицинский факультет. Но вообще этот университет достаточно знаковая величина для юга Чили, потому что это один из крупнейших, если не самый крупный университет на юге. Вот, а такой здесь Jardín. После ботанического сада решили прогуляться по кампусу. И, честно говоря, ощущение, несмотря на то, что университет в 1954 году открылся, по-моему, вот с тех времен практически ничего и не ремонтировали. Нет, какие-то здания, конечно, выглядят посовременнее, как будто с ними что-то делали в 90-х годах. Но в целом ощущение очень усталого такого кампуса, многих помещений, где-то слезла штукатурка, где-то подржавели какие-то зоны. Но вот окна пластиковые стоят, уже хорошо. Может быть, это какая-то часть кампуса, которая не супер благоустроена, но мы в ней и смотрим, что здесь есть. Помните, в самом начале я упоминала мост? Да-да, именно этот, Пуэнте Кау-Кау. Его основная особенность, что это первый разводной мост в Чили. Однако прелесть истории в том, что сначала его построили задом наперед. Да-да, и мост не сошелся, потому что компания-строитель перевернула одну из двух основных частей. Как могли, так и запутались. Потом, конечно, исправили, но долго, дорого
и с последствиями для репутации. Мы перешли через дорогу от университетского кампуса и попали в парк Саваль. Вот тут даже вход платный. У нас вот тут есть билетики по 500 песо, чисто номинально как бы цена. Вот, погуляем еще здесь, посмотрим. По всей видимости, здесь много каких-то интересных активностей. Парк не просто так. Парк с претензией на модерновость, так сказать. Какие-то скульптуры стоят без подписей. Современное искусство, как оно есть. Ну, наверное, уже не очень современные. Некоторые такие ржавые стоят, как будто бы уже давно не современные. Это, по крайней мере, похоже на стрекозу. Хоть что-то считывается. Да, зона доступа к водяным лилиям, или как кувшинкам, она перетянута ленточкой вот там за спиной. Но мы же не зря платили 500 песо, мы хотим увидеть такие эти лилии. Хотя, мне кажется, совсем не сезон. Листья от кувшинок есть, а кувшинок нет. Да и на что я, собственно, рассчитывала? На улице июнь, а это зимний месяц здесь. Судя по этой вдохновляющей штуке с натянутым таким вот канатом и подиумом, можно по этому металлическому тросу промчаться через все озеро на тарзанке. Но, как обычно, не сезон. Мы никуда не промчимся. Парк очень большой. Мы смогли пройти только малую его часть. Но тут было так атмосферно. Ощущение, что это вовсе и не парк, а настоящий лес, где водятся разнообразные птицы, которых я не успела заснять, конечно же. Подходим к павильону на территории парка. Здесь стоят стенды с Колумбией, написано «Добро пожаловать». И есть такое ощущение, что сегодня здесь ферия. Что же тут сегодня продают? Пахнет, кстати, вкусно, какой-то едой. Да, суп, пиво. Люди, которые фотографируются, пиццу продают. Ну и куча каких-то мелких локальных брендов, которые выставлены, вот всякие вареньки, соусы и что-то такое. И как обычно шоу. Я буду сейчас пробовать чимичури. Я не знаю, что это. Если это не очень острый. Видимо, эта ферия тут не просто так, а были какие-то соревнования, куча людей в грязной одежде и в шортах, и в спортивном, вот, и перекусывают, выпивают, отдыхают, в общем, а мы сюда забрели чисто случайно, но интересно, что такие мероприятия здесь проводятся очень активно, их много. Да, мне кажется, мы попали в отличный день, чтобы записаться, потому что сегодня здесь проходят соревнования, и, видимо, они ежегодные, где люди в шортах, в спортивной одежде бегают под дождем. Почему я сделала такой вывод? Потому что вот здесь на строчке написано «Вальдивия Трейл» и горы с дождем. И, по всей видимости, люди делают это каждый год. Мы выбрали отличный сезон для приезда в Вальдивию. Бегут все эти люди в рамках соревнований, которые дословно переводятся как «беготня под дождем» или «проливной вызов». Ну, потому что ждать, когда в Вальдивии будет подходящая погода, можно очень долго, а спортом люди занимаются здесь и сейчас. Не знаю, откуда у них такое желание и мотивация, но вот бегут, наслаждаются прогулкой, наверное. Пока меня совсем не залило. Заливает. Недалеко от Вальдивии есть городок Ньебла, еще есть городок Кораль, мы туда пока не добрались. И они милые, расположены на берегу Тихого океана уже. Когда ты полностью соответствуешь своему названию.
Ньебла – это туман. И Ньебла и Кораль – это небольшие поселки, расположенные на побережье Тихого океана. Виды там просто невероятные. Ньебла находится в 18 километрах от Вальдивии, а вот в Кораль можно попасть двумя способами. И так как нас все еще ведет дорога приключений, мы решили рискнуть и добраться туда по объездной дороге. Пусть это и дольше, рассуждали мы, зато проникнемся атмосферой. И да, только взгляните на эту красоту. Ну просто заколдованный лес. Или пейзажи, достойные «Властелина колец» или «Малефисенты». Дорога петляет по живописным серпантинам среди вековых лесов, нетронутых человеком. Время от времени в низинах встречались небольшие поселения. Всего на несколько домов с обязательными красными пикапами и лодочками на причале. Идеалистическая картина. Вот только совершенно непонятным оказалось, почему ни один навигатор не хотел, чтобы мы поехали этим маршрутом. Тайна оказалась раскрыта, когда до въезда в Кораль оставалось совсем немного. Примерно в 7 километрах от города нас встретила абсолютно перекопанная и знатно размытая дождями часть дороги, которая еще и была разбита тяжелой строительной техникой. Не знаю, какие силы и духи леса нам помогали, но не застряли мы там каким-то чудом. И все же смогли добраться до города. Вывод: иногда все же стоит слушать свой навигатор. Итак, Кораль. Поселок на 5000 жителей, который сейчас живет сельским хозяйством и рыболовством, ну и сезоном туристов, которые приезжают поглазеть на его форты. В свое время поселок был важным оборонительным пунктом. Фуэрте-Кораль вам о чем-нибудь говорит? И оберегал подход к Вальдивии со стороны Тихого океана. История форта долгая и драматичная. Я оставлю ссылку на статью в описании видео, если кто-то захочет узнать ее получше. А для возвращения в Ньеблу мы выбрали более тривиальный способ – паром. Это крайне популярный вид транспорта в этой части страны. Чем дальше на юг Чили, тем чаще придется пользоваться паромами. Чилийское правительство субсидирует многие маршруты, чтобы сделать их доступными для местных жителей. Это видно и по стоимости билетов. Паром из Кораля в Ньеблу с автомобилем обошелся примерно в $5. Такая вот маршрутка получается. Но добавлю еще пару слов о Ньебле, в которую мы вернулись. Родной брат Кораля Ньебла тоже выполнял роль форта-защитника. Сейчас тут проживает примерно 3000 человек. Поселок тоже живет туризмом и рыболовством, почти в каждой семье есть лодка. Городок тихий, самобытный, однако многие из его жителей ездят работать в Вальдивию. Я отчасти понимаю, почему в городе так много пивоварен, потому что в такую погоду, когда у тебя постоянно дождит, у тебя просто не остается никакого выбора, кроме как сидеть в каком-нибудь уютном тихом местечке и попивать пивко. Лучше, правда, глинтвейн. Нам говорили, что здесь он тоже есть, когда-нибудь попробуем. Сейчас мы приехали в одну из пивоварен, которая называется Куэя Негро. Это черная шея. Названа она в честь определенной птички, похожей на уточку, только немножко другой расцветки. И хотим посмотреть, что у них есть в ассортименте, просто любопытно. ¿Te gustaría degustar? ¿Tú tienes también? Ya conocemos sus cervezas. Конечно, я не устояла и не ушла без мерча. Вот, разжилась такой вот штуковиной. Конечно же, парочкой стаутов. Ну а мы движемся дальше. У нас еще сегодня одна сервизерия, то есть пивоварня в планах. Кунсман – это одна из самых известных марок, мне кажется, чилийских. Посмотрим, там даже предполагается у нас экскурсия. Пивоварня Кунсман уютно расположилась на 10 гектарах недалеко от Вальдивии. Завод появился в 1997 году и был основан потомком немецких эмигрантов Армином Кунстманом. Вся семья участвовала в сборе начального капитала, и сам Армин, Роберто его отец, Херардо и Герман Кунстманы, дядя основателя, каждый внес свой вклад, чтобы начать индустриализацию продукта. И им это отлично удалось. Пиво Кунстман экспортируется в 13 стран Латама, в Европу, США и даже Японию. В зоне посадки на экскурсию организован небольшой музей Кунстмана, основателя. И вот так выглядела кухонька, которая была самой первой, стояла где-то там в сарае, работала на дровах, но уже варила пивко. Вот так вот. Мамина кастрюля стала началом большой империи.
Сейчас пивоварня Кунстман – это и правда целая империя, с ресторанами, собственным мерчем и заводами в Аргентине и Чили. Классная штука, чтобы закрывать ваши бочки. Если вдруг приобретете бочку, приобретайте штуку. Поворачиваешь, крышка утрамбовывается. Класс. Легким движением руки. Мы пришли на экскурсию в Кунстман. Это пивоварня, большая чилийская пивоварня, которая поставляет пива на все Чили и даже за рубеж. И здесь очень большая интересная территория. У нас запланирована экскурсия. Чтобы ее получить, нужно на сайте оформить резерв этой экскурсии, то есть предварительно купить ее через интернет. Не уверена, что здесь это можно сделать, но через сайт, да, очень удобно. Иностранные карты принимают, каких-то дополнительных сведений не требуют. Номер телефона, какие-то данные документов и все. Посмотрим, что нам расскажут на этой экскурсии. Вот эта обаятельная сеньорита и стала нашим проводником в пивное наследие Кунстмана. Нас посадили в гольф-кары, и мы въехали на территорию завода. Приготовление пива, как известно, начинается с качественных ингредиентов. Их 4. Вода, хмель, солод, дрожжи. И вот тут и кроется успех Вальдивии в пивоварении. В этом речном крае идеальная вода. Она очень мягкая, в ней практически нет солей, поэтому варить пивко из такой воды – дело очень благодарное. Первый пивной автомобиль Кунстмана показали. Про заботу об окружающей среде и переработке отходов рассказали. Так сказать, подкрались к самой интересной части этого мероприятия, к дегустации, но часть людей дегустирует с алкоголем пиво, значит, а часть без. И вот мы стоим с девушкой, переглядываемся. Водители. Gracias. Продолжили наше изучение пивного дела уже в цехах. Это цех варки. Цех ферментации. В этих огромных ферментерах и бродит пиво. Смотрите, цех розлива и упаковки. Тут, среди прочего, нам рекомендовали всегда наливать пиво из банки или бутылки в бокалы. Как думаете, с чем это связано? И финально, цех контроля качества, где, по словам нашей сеньориты, контролерам не разрешают забирать забракованную продукцию, и они немного грустят. На этом экскурсия подошла к концу, и нас отвезли на начальную точку. Вот такая она, Вальдивская империя Кунстмана. Признайтесь, захотелось попробовать их пивка. Мне лично все очень понравилось. И эта экскурсия, и пиво, и природа, и морские котики на набережной, и Вальдивия. Да, все верно. Наше пребывание в Вальдивии подошло к концу. И как бы мне не хотелось остаться, мы едем дальше, на юг Чили, в новые города. Увидимся в следующем городе. Амигос.